И вот настал день расплаты за грехи. Народ, всех приветствую. Сегодня у нас PvP-гайд на ретре Паладина обновленный. Поехали. Итак, значит, выбор расы, выбор созвездия. Из базового набора, если мы не считаем эти вот дополнительные, там, которые нужно открывать за репутацию и так далее, то созвездие Феникса — это супер опишный вариант. Вообще, на самом деле, даже если у вас что-то здесь открыто, то на Фениксе все равно можно бегать. И вот почему. Волшебный поток. Вся суть заключается в этой активной PvP-шной способности. Значит, 120 секунд кдэшится, они же 2 минуты, накидывает сайленс. Это все окей в радиусе действия. Но самое главное, что регенит нам 60% маны моментально. Это просто конфетка, то, что нужно. Либо ретри Паладину, либо протику. В любом случае берем, значит, созвездие Феникса ради волшебного потока и не паримся. Но почему-то здесь есть подводный камень. Значит, смотрим описание. Восстанавливает 60% от базовой маны. У нас сейчас 22% маны в целом. Мы нажимаем, бумс, у нас восстановилось 43%, если смотреть сюда. Короче, мы не верим ни единому слову, поэтому сейчас будет эксперимент прямо в прямом эфире, прямо все на ваших глазах, чтобы никто никуда и нигде. Значит, смотрите, я снял с себя все бонусы, все бафы и полностью раздел своего персонажа. Все, 0 предметов экипировки надето. Это чисто голый, в чем мать родила, как говорится, вульпер. 250 мана у меня сейчас, 250 мана. Я нажимаю кнопочку, и мне восстанавливает меньше 50%. Мне 2600 мана восстановило. Что такое базовая мана в таком случае? Что такое базовая мана? Если мне при полностью раздетом персонаже, вот он полностью голый, ни одной шмотки, которая увеличивает монопол, нету. Нету бафа, который увеличивает монопол. Видите, сейчас 5700, без него 5570. Я все задиспелил, все снял, все, что можно было. Я максимально себе сократил максимальное количество вот маны, которое возможно. Что такое базовая мана, мать вашу, тогда в этом случае? Ну что это? Я просто не понимаю. Я реально не понимаю, что тогда базовая мана. Где вот эти мои 60%? Либо там прок какой-то сломанный, поломанный, и он в радиусе действует. Ну, условно, не 60%, а там 55-70. Ну, что-то такое. Либо я тупой. Значит, эксперимент number 2, как говорится. Я надел экипировку, full set, увеличил себе монопол за счет благословения королей. Теперь у меня максимум 6124 единицы маны можно иметь на персонаже. Вот, окей, у меня почти 0. Нажимаем, мне восстанавливает 2600. Ну, там, да, где-то 2600. Ну, короче, суть вы поняли. Нам регенит всегда одинаковое количество маны. Никакого разброса по... Соответственно, восстановлению монопоинтов здесь нет. Это действительно 60%, но вот базовая мана — это понятие, которое я не смог постигнуть его. Даже полностью раздетый персонаж без всяких бафов на ману не регенит себе 60%. То есть какое-то значение базовой маны все-таки есть, и вам регенит действительно 60% от этого значения, но насколько оно маленькое, я не могу понять. То есть, короче, будьте готовы к тому, что при условии всех ваших бафов, при условии того, что вот вы в фуллсете одеты и так далее, вам не 60% зарегенит, а где-то 45, 48, 50. Ну, что-то такое получается. Пассивки, конечно, тоже приятные, но ничего особенного. Дополнительный крит на 1%. Это окей, хорошо, допустим. Меткость увеличена на 1%, будет проще набрать. Скорость атаки и произнесения заклинаний увеличена на 2%. Это смачно, это хорошо. Получаем магический урон снижен на 4%. Ну, допустим, пусть будет. Короче, здесь основная фишка — это волшебный поток ради моментального регена маны. И дополнительный бонус, чтобы не было просто регена маны, это еще и немота. Тоже как бы солидно, тоже вкусно, тоже приятно. Это мы берем, это мы используем, it's okay. Но созвездие Феникса — это не единственный вариант, который нам позволяет регенить ману. Также у нас есть созвездие Безликого. Тоже вполне себе очень приятный, симпатичный и новый современный вариант. Только на Сириусе, очевидно, он есть. Нарисованная, так сказать, раса, нарисованное созвездие. Значит, пройдемся по способностям. PvP-шная активная способность. Вы раскидываете лужу, замедляет противников и не дает вас, соответственно, замедлить ниже, чем 100% от скорости. То есть вы не можете бегать медленнее обычного. Если на вас никакие замедления не накидывают, вы бегаете еще, чуть повышенной скорость, у вас будет на 15%, соответственно. Вы и ваши союзники, замедляются все ваши противники. It's okay, это приятно, окей, пусть будет. Значит, пассивка, которая позволяет нам регенить ману. Вот она, энергия бездны. Тут фишка в чем? По сути, мы регеним те же 60% от базовой маны. Вот смотрите, когда у нас падает мана на 50% или ниже, мы начинаем регенить в течение 30 секунд нашу ману. Каждые 2 секунды проходит тик на 4%. Получается, за 30 секунд нам регенит 60% базовой маны, но это срабатывает раз в минуту. То есть не чаще, чем минута, значит раз в минуту. Сработало, вы восстановили себе ману, прошла минута, снова вы ее просадили, вам снова регенит. Это в 2 раза быстрее, чем созвездие Феникса. Да, созвездие Феникса регенит моментально, и созвездие Феникса накладывает немоту. Но за счет этого, во-первых, это пассивка,
и она в 2 раза чаще работает. Поэтому маны у вас будет по факту больше, гораздо больше. В 2 раза больше у вас будет маны, но не будет немоты. При этом другие пассивки, просто увеличенный запас маны на 5%, это окей. На реген маны не влияет, потому что будет регенить от базового значения, а на базовое значение, максимальное значение не влияет. Я так понимаю, эта пассивка не позволит нам больше регена получить, учитывая эксперимент с предыдущим созвездием, как говорится. Еще одна пассивка, это увеличивает силу заклинаний, силу атаки на 4%, it's okay, это приятно. И шепот темных, значит, соответственно, скорость передвижения противников будет снижена постоянно на 5%, их вероятность попадания на 1%, наносимый ими физический урон на 1% тоже будет снижен, it's тоже окей. Значит, опять же, итоги. Созвездие Безликого берется ради пассивки Энергия Бездны. В основном ради этой пассивки. Потому что она, опять же, регенит очень много маны. По сравнению с Фениксом, это будет в 2 раза больше. Но эту кнопку вы можете нажать, когда хотите, и она еще дает вам немоту. Плюс регенит моментально. В этом созвездии у вас реген будет в 2 раза чаще прокать, в 2 раза больше вы будете регенить, но зато пассивно и без немоты. Ну и выбор, который направлен больше на выживаемость, его обычно берут, когда играют за Holy Paladin, но в целом и на ретрика тоже можно взять. В общем, активная способность, по сути, дефательная, откидывает от вас противника, замедляет его. Опять же, дефательная активка, больше урона она вам не даст, регена маны она вам не даст, но зато вот если вы холик, опять же, можно кого-то от себя откинуть, снять и за счет этого выжить. Также пассивка увеличивает силу заклинания на 5% и увеличивает силу атаки на 2%. И it's okay. И то, и другое мы берем, и то, и другое нам надо. Увеличенный модификатор критического исцеления. Ну, как бы, думаю, вы понимаете, к чему это все. Опять же, в ретрике тоже можно хилиться. И пассивка, которая увеличивает нам сопротивление к определенному типу магии. То есть у паладинов же дохуя резиста, вот этого сопротивления к магии. И вы еще можете его дополнительно себе увеличить за счет пассивки Драктира. Она там меняется, выбираете определенный тип магии, и к нему повышаете сопротивление. Соответственно, если вы хотите прям максимально упороться в выживаемость, в самохил и так далее, в сопротивление, поэтому берем вот в этом случае дракона, созвездие, и кайфуем, получаем удовольствие от жизни, от выживания. Мы добрались до талантов, билдачки, билдосьоны, все перед вами. Начнем с самой базовой, самой стандартной вариации. Паладин классик, я его еще называю. Знаете, такой чисто с завода, когда пацанчик вышел, вот еще не переделанный. Кстати, вот так вот сделаем, чтобы черт не подглядывал, посмотри, как он между находится, да. Значит, смотрите, вот билд перед вами, самая базовая вариация. Единственное, что я не особо понимаю, зачем здесь берется божественность в двоечку. То есть я как бы понимаю, но при этом, смотри, можно же пожертвовать вот этим 1% исцеления, как будто бы, и вкинуть в праведную месть, чтобы добить ее до 3. И тогда у вас будет на 10% больше урона при проках. 1% захила или 10% дамага. Как будто бы это более профитно. При том, что на Сирусе реса дохуя, и все равно вы, скорее всего, выживете, учитывая, что вы паладин и так далее. То есть, смотрите, как бы базовая версия выглядит вот так, супер классик, но я бы бегал с небольшим перераспределением. Буквально 1 поинт отсюда забрать и вот сюда вот закинуть. Как по мне, это более эффективно просто, и все. Следующий билдачок. Это не совсем ретрик, но это и не против, как вы можете видеть. Называется данная суета Прек Паладин. Вообще, по сути, идеальная темка. Сейчас вот давайте чуть подробнее. Это играется не с двуручкой, а также, вот как и Прото Паладин, с одноручкой и щитом. Но мы не выкачиваем себе миллион талантов из ветки защиты, у нас нету щита Мстителей и так далее. А мы получаем идеальный баланс между нанесением дамага, выживаемостью и поддержкой своих тиммейтов. Это вообще сборочка супер ультимативная. Прекрасный билд. Если вы его не пробовали, однозначно стоит этим заняться. По сути, он сильнее, чем ретрик, но только если у ретрика не появляется шем. Как только у вас есть шемочка, играете просто через обычного ретрика и получаете удовольствие. Если шема нет, я думаю, вот это ваш вариант. Попробуйте. Вам понравится это 100%. Это вообще без вариантов. Опять же говорю, баланс идеальный. Дамаг, выживаемость, поддержка тиммейтов. Все, что нужно, все здесь имеется. Символы, если вы играете за Прек Паладина, что я вам очень рекомендую попробовать следующее. Это также символ изгнания зла, символ правосудия и большой символ на вспышку света. Соответственно, чтобы эффективнее хилиться, хилить и так далее. Это нам надо брать. Малые символы также. Символ чутья на нежить обязательно, остальное опционально. Можно взять такой и такой, допустим, как у меня. Если вы решили играть за стандартного ретрика, базового, классического, да, то тогда символ вспышки света большой мы заменяем на символ печати праведности, чтобы она у нас была эффективнее. Статы и характеристики. Здесь все довольно просто. По меткости нам нужно набрать 5%, набираем 5% меткости, начинаем выкачивать себе устойчивость. Если мы говорим про Сирус X5,
то, скорее всего, если вы бегаете в PvP-шном шмоте, да, то у вас где-то будет 1400-1500 устойчивости. И это нормально, it's okay, этого хватает. Типа сильно завышать эту характеристику тоже смысла нет, потому что в ущерб другим пойдет. Ну, короче, 1500 реса, все, хорошо, нормально. Если есть, не паримся. Все остальное мы закидываем просто в силу. То есть все усиления с категорий вот этих вонючих мы закидываем на силу однозначно. Камни красные, вот эти гемы и усиленные гемы с ювелирки. Ну, вообще, гемы вы вставляете по необходимости. То есть если вам не хватает меткости, вставляете гемы на меткость и так далее. Но если вы набрали меткость, если вы набрали устойчивость, то гемы вы закидываете себе в силу максимально. Все, качаете себе сил, соответственно. По сути, на сервере X5 у вас где-то 40% крита еще должно накапать. И вот опять же, это тот процент, который нам нужен. 40% плюс, можно чуть побольше крита набрать, если есть, то все у вас правильно, все хорошо, так и надо, с этим мы работаем. По итогу, кратко, 5% меткости, 1500 реса, 40% крита, все остальное закидываем максимально в силу. Все. Профессии, значит. На Сирусе их можно 4 штуки прокачать. Первая профессия — это ювелирное дело. Позволяет нам 3 усиленных гемов вставить в наши соки. Это без ювелирки этого сделать нельзя. Вторая профессия — это кузнечное дело. Значит, благодаря кузнечке мы можем вырезать 1 дополнительный слот в наручах и 1 дополнительный слот в перчатках под, соответственно, гемы. Просто плюс 2 слота, по сути, за счет кузнечки. Инженерное дело. Оно позволяет нам зачарить плащ и зачарить перчатки. Плащ, значит, мы чарим на ловкость. Вот она, по идее, должна быть. Да, вот эластичная подкладка. Повышает ловкость на 35. Ну и дополнительно у вас будет как парашют использоваться ваш плащ. Но ради ловкости мы это делаем. На арене парашют не работает, да и не нужен. И вторая чарка за счет инженерного дела — это нарукавная зажигательная ракетница. Это мы закидываем в перчатки. Соответственно, на перчатки мы закидываем ракетницу. Просто дополнительный урон, раз в 45 секунд мы стреляем. На плащ закидываем чарку на ловкость и парашют. Это инженерное дело. И четвертая профессия — это кожевничество. Кожевничество позволяет нам запястье зачарить на дополнительную силу атаки. Это мы и делаем, соответственно, за счет кожевничества. Основные моменты по чаркам и метовый сокет, который мы в башке носим. Значит, соответственно, с камня начнем. Это камень на ловкость плюс процент к критическому урону. И чтобы он был активный, нам нужно использовать хотя бы один красный, желтый и синий камень. Вот, синий камень вы можете использовать, который дает плюс ко всем характеристикам. Довольно неплохой вариант. Значит, тут мы максимально просто разгоняем себе крит. Это все понятно. Чарки, которые за счет профессии мы получаем, я проговорил. И смотрите, если вы бегаете одноручка плюс щит, то на щит можно использовать титановую обшивку, либо чарку, которая повышает устойчивость. Это второй вариант. На одноручку, например, накидывайте силу заклинаний. Если вы бегаете с двуручкой, накидывайте себе чарку, которая повышает силу атаки. Это для ретрика и для прега, соответственно. Там. Ну и потом, когда вы свапаете пушки, то вам тоже здесь понадобится увеличенная, допустим, сила заклинаний, чтобы подхилиться и так далее. Короче, на двуручку мы используем чарку, которая повышает силу атаки. По-моему, она называется резня. Должна называться резня, чарка, которая повышает силу атаки. Ее на двуручку. Данный видеоролик — это пример контента, который я обычно выкладываю на Бусти. Там у меня есть гайды на Unholy ДК, на Blood ДК, гайд на Destro Loka, разборы PvP-арен за эти классы. Контента уже накопилось солидное количество, переходите, ознакомливайтесь и подписывайтесь. Еще всего лишь 70 платных подписчиков, и я добавлю возможность голосования за тип будущего контента. Всем успехов в PvP, удачи и пока. Брум-брум-брум-брум.